Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Ну что, я сегодня всю ночь не спал, блин, сколько у меня мыслей. Вот первая мысль, что я наделал, почему, зачем я купил этот аппарат, коробку нигде найти не могу. Вчера только вышло видео, я уже сегодня, блин, скорее думаю, мысли гоняю, ужас, но... Неважно, я думаю, вместе мы справимся с этой задачей. Написал в чат, так там все пишут, куда, зачем ты покупал этот разворованный погрузчик. Но не суть. Самое главное, что дело сделано, как обычно, да. Начудил, а потом разгребаем свои косяки. Так часто бывает. Поэтому, друзья, серия будет, как обычно, интересная. Сегодня мы попытаемся насколько все печально. Нам нужно там очистить погрузчик, все, разобраться, понять, составить список запчастей. Может быть, что-то уже в этой серии даже мы докупим. Я пока еще сам не знаю. Вот, но нужно составить список, нужно понимать, что нам нужно и насколько все печально. Вот, так что вы обязательно присаживайтесь поудобнее. Не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк. У вас это займет 3 секунды, а нам очень приятно. Еще хотел поблагодарить всех, кто нас поддерживает на Бусти. Без вашей поддержки, друзья, нам не выжить. Нам просто не вытащить все это. Поэтому огромное всем спасибо от души. Лично от меня и от канала Custom Truck. Ну а вам я, в свою очередь, хочу пожелать приятного просмотра. Мы начинаем. Ну а начинаем мы с того, что помоем Volvo после того, как мы приехали из рейса. Сегодня уже 3-й день тепло. Ну, как тепло? 0. Вот, поэтому я решил, что нужно нам отмыть Volvo от соли, потому что она вся в соли, просто вот такой слой соли. Это просто трындец, блин. Ну, а после этого уже займемся погрузчиком, потому что сегодня к вечеру уже передают мороз 10. Поэтому нужно успеть. И как раз вольвочка наша будет стоять чистенькая, аккуратненькая. Я не буду переживать, что полностью ее всю вымазал в соль. Все, хватит болтать, начинаем работать. Вольвочку я помыл и запустил наши проекты. БРДМ очистил, запустил. Стоит, работает. Все хорошо. Накачал колеса в БРДМе. Сделал так, запустил. Тоже стоит, работает. Но этот шепчет, его почти не слышно, блин. Ну и Магируса тоже запустил. Стоит, работает, коптит. Воздушник, как всегда. Много дыма. Но такие у нас тачки. Ну и Volvo красавица. Сейчас вот начну разбирать наш погрузчик. Ну, смотреть, что там и как. Практически все наши проекты на ходу. И многие из них даже с аккумуляторами. Крас с аккумуляторами, эти 3 с аккумуляторами, МАЗ спортивный гоночный с аккумуляторами, Шишига с аккумулятором и АТС с аккумуляторами. Без аккумуляторов Monster Max, Прага и Мазакран. Т-16 тоже с аккумулятором. Я, друзья, не выдержал и немножко прошел керхером, обдал и наш трактор. Тут мотор немножко, ну вот, хотя бы с больше, чтобы понимать, как здесь копошиться где. Тут достал весь снег, расколупал, нашел выключатель массы. Вот. Кто-то заботливо закрыл бак, наверное, чтобы не слил никто топливо. Ну и хочу сейчас здесь полазить, потому что есть вещи, понимаете, типа вот какие-то такие, которые явно ценные в этой машине и которые нам могут пригодиться со временем. Вот это нам не надо. Естественно, это фара МТЗшная. Это без проблем можно купить. А вот такие вещи, например, вот это. Это явно бардачок. Наверное, вот отсюда. Да. В бардачке у нас ничего нету, к сожалению. Ну вот, соберем вот эти вот гаечки, штуцера. Это все может пригодиться. Так, вот эта деталь.
Откуда она? Она вот отсюда явно. Ну, отлично. Кое-что уже есть. Кое-что уже есть. Не хватает вот этой детали, к сожалению. Еще раз поэтому говорю, что если вдруг у кого-то есть вот этот пластик, есть какие-либо детали, в том числе коробка. Потому что видите, как здесь настолько сложно. Все микросхемами управляется. Вот там, смотрите. Вот какую мы тачку купили. Ну, это блок управления явно коробки. Он где-то здесь был установлен. Столько проводов. Это, конечно, ужас. И если мы в ближайшее время не найдем ничего в плане коробки, я даже не знаю пока. Может быть, мы займемся оживлением нашего мотора пока что. Какой-то датчик температуры. Ну, это, наверное, уже деталь нам не пригодится. Так, что еще здесь мы нашли? Опа! Бачок омывателя. Явно эксклюзивный какой-то, блин. Разломанный. Такие вещи сложим вовнутрь. Непонятно, вот это откуда? Вообще наша ли эта деталь? Пока что ее уберем. Если вы, друзья, что-то узнаете знакомое, вы нам давайте знать тогда, хорошо? Комментарием буду доволен. Все почитать, может, какие-то есть мысли, от чего, что. Ну, тут такое все. Ничего эксклюзивного нету особо. Вот здесь я переживаю, должно быть что-то нужное нам. Но оно все вмерзшее. Явно какие-то болты там эксклюзивные. Ну да ладно. Давайте пройдем по мотору. Покажу вам. Внутри здесь мы ничего не нашли. Управлялась здесь коробка просто переключателем. Поэтому тут ничего нового для нас нету. Здесь не знаю, что вот это. Что-то здесь должно было стоять. Здесь, наверное, фильтр грубой очистки топлива. О, масло есть там вообще на щуп? Интересно или нет? Есть. Но оно, естественно, деготь. Я так понимаю, масляный радиатор, наверное, вот это. Здесь вот нету выхода тоже. Скорее всего, на датчик давления. Масло есть. Вот какой-то проводок аварийный. Ну, будем с этим всем разбираться, друзья. Вот. По гидравлике здесь стоит у нас НШ. Посмотрим. Он, наверное, на рулевое, этот НШ, скорее всего. Вот. Здесь у нас генератор снят. В том числе с кронштейном и с натяжителем. Тут вроде бы вентилятор, два радиатора ушли. Но с этой стороны дербан максимальный. Топливный насос. Интересно, рабочий он или нет. Заглушечки какие-то. Какой-то стоит гидроаккумулятор. Тоже непонятно. Пишите, кто шарит в этой теме, блин, для чего этот гидросфера ситроеновского автомобиля. Ну, вот такой вот тут раздербан у нас. Ну, это бы все ничего, если бы была на месте коробка. Поскольку коробки нету, и даже не знаю. Ну, может быть, найдем. Но начнем мы с того, что я докуплю. Схожу к соседям за запчастями, докуплю запчастей. Ну, можно элементарное крепление генератора. Здесь мелочевочку такую вот поискать, там у них покопошиться. По топливному насосу помпочку подкачивающую купить. И будем дособирать его немножко, пробовать. И после этого можно попробовать запустить мотор, чтобы понять хотя бы, работает ли на нем мотор. Друзья, я иду с мыслями о том, что я как будто Дед Мороз с подарками для взрослых парней, для мужчин. Зашел к соседям, затарился запчастями для нашего погрузчика BMW. На улице метель. И очень хорошо, что мы его загнали в гараж. Потому что на улице вот такую погоду, ну, невозможно. Я не знаю, что происходит с этой зимой. Пишите, как у вас, но у нас это, ну, невероятно холодно, снежно. И хочется почему-то дома лежать на тепленьком диване, но в то же время и не можешь жить уже без гаража. Поэтому даже в такую погоду пытаемся продолжать работать. Пойдем покажу в гараже уже, потому что здесь очень холодно.
У нас сегодня где-то, 17 градусов. Я, друзья, занимаюсь нашим новым проектом. Возможно, кто-то из вас сейчас себе подыскивает новый автомобиль. Так вот, сейчас самое время воспользоваться выгодными предложениями от автодилеров. А с бесплатным сервисом «Автоспот» найти максимально выгодный вариант проще простого. Не нужно тратить время на звонки или посещение автосалонов. Достаточно открыть сайт или мобильное приложение «Автоспот» и выбрать автомобиль из огромного каталога, в котором собраны практически все марки. Я уверен, что вы обязательно найдете что-то на свой вкус. При этом все предложения от официальных дилеров. А самое главное, вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть значительно больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте обязательно бесплатное мобильное приложение «Автоспот», в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на «Автоспот» я оставил в описании, проходите и пользуйтесь. Ну и я буду собирать наш двигатель. Все-таки много запчастей, нужно все это до кучи собрать, и это занимает много времени. Еще, друзья, меня вчера осенило, когда я мыл наш погрузчик, не вчера, позавчера. Вчера воскресенье было. Когда я мыл наш погрузчик, то я понял, что мы потеряли во время перевозки нашего погрузчика вот эту верхнюю крышку. Я вспомнил, что я просто ощущал снег, и здесь крышка была. Когда мы ехали, то она куда-то улетела. И я надеюсь, мы никому там ничего не повредили. Но, конечно, это жестоко, понимаете, что она, выходит, была вообще не закреплена никак и просто улетела. Это, конечно, жестоко, блин. Ну, что уже поделаешь, вот так бывает. Давайте к запчастям. У нас много чего здесь стыбжено, да? 2 фильтра, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки. Подкачивающая помпочка на ТНВД. Вентилятор, который, я не знаю, станет или не станет. Да, подходит. Отверстие. Подходит. Вот, также много мелочевки, трубка топливная на 3-й цилиндр. Кронштейн генератора. Но генератор дорогой был. Найдем что-то подешевле. Штуцера топливные, которые тоже нам необходимы. И комплект шлангов резиновых для подключения ТНВД. Так что будем потихоньку собирать всю систему на моторе, которая, к сожалению, с коробкой пока непонятно, какое решение принимать. И нет информации. Поэтому чуть-чуть берем паузу. Попробуем, может быть, даже запустим мотор этот, посмотрим как и что. Единственное, я не знаю, там насосы, возможно, без масла не должны работать. Но еще будем разбираться. Я только вот начинаю углубляться в процесс изучения этой машины. Вот, поэтому не будем спешить. Также купил пробочку заливную. У нас кусок тряпки. Вот, она стоит 6 рублей. Мне непонятно, зачем кому-то это воровать, если, копейки стоит это все. Вот, так что, начинаем потихоньку устанавливать новые детали. Одна из новых деталей, которую я нашел, это взял у соседей, купил. Выключатель аварийки. Я знаю, что это, деталь нам вообще не нужна пока что. Но, тем не менее, она была приобретена, поэтому уже вставим. Количество проводки здесь просто невероятное. Нам еще нужно будет найти, где здесь вставлялся замок зажигания, например. И все это. Но маркировка вроде есть вот на проводке какая-то. Поэтому, думаю, должно бы у нас получиться. SA16. Так, ладно. Новая деталь. Самая первая, пожалуй, новая деталь, которая установлена на наш погрузчик. Все, идем в сторону двигателя. Я, друзья, как маленький ребенок бегаю вокруг этого трактора. Все интересно, все хочется посмотреть. Вот, нашел здесь электрику частично. У нас, я так понимаю, вот 2 провода выходят. Это они на датчик давления масла. Нам нужно купить под 2 провода фишку. И второй проводок идет на
аварийную лампочку, контрольку. Вторая деталь, которая установлена на этот трактор. Сейчас будет. У нас также нету корпуса воздушного фильтра. Вот, ну и сейчас, наверное, можно прикинуть наш фильтр грубой очистки в первую очередь. Вот такой. Ну, вроде, да. Похож. Сейчас найдем сюда два болта. Здесь обычная резьба на 10. И можно будет заняться уже баком. Эти вещи недорогие. Китайское все есть. И, кстати, заводские запчасти тоже можно купить. Но они, блин, дороже гораздо. Почему-то. Тут не хватает шпильки у нас. Шпилька выпускного коллектора. Ну что ж, на самом фильтре есть маркировка, где вход, где выход. Вот это вход, это выход. На баке у нас не совсем понятно, где заборник. Скорее всего, вот эта часть. Вот, пока еще не разбирался. Датчик уровня топлива. Еще какой-то выход, тоже непонятный. Ну и вот как-то здесь было, я так понимаю, в заборник была вставлена и обратка шла сюда же. Вот поэтому сейчас разберу здесь, попробую, посмотрю, что там, как там заборник это или что. Непонятно пока что мне. Откручу вот эту трубочку. Ну и можно будет, в принципе, попробовать. Снизу я посмотрел, вам тоже сейчас покажу. Там откручено и топливо все слито. Естественно. Благодаря профессиональному инструменту, который у нас есть в арсенале, мы можем осуществить проникновение в бак. И я уже определил, что у нас заборник вот этот вот. Там идет трубка такая насквозь. Но на низу есть немножко чачи. Ну как, не чачи, а грязи. Вот я вижу, там поплавок есть. Я не знаю, вам видно, не видно. Бак сварной у нас. Не ржавый внутри, вот его поверхность. Хорошенький металл. Вот, но на низу, видите, вот такая вот есть мяка. Самое главное, мы определили, что заборник у нас вот это, а это уже слив идет обратки. Я не помню, показывал ли я вам снизу погрузчик, но сейчас сделаю маленькую экскурсию. Мне кажется, если вот эту выкрутить болтик, это сливная горловина бака, то мы увидим заборник. Сейчас мы это сделаем. И давайте покажу вам снизу, и какой нам детали, самое главное, не хватает. У нас здесь стоит чопик, это застопорен сама полурама, чтобы не складывался погрузчик. Ну а здесь снизу к двигателю у нас подсоединены вот эти тандемные насосы. И вот сюда должна ставиться коробка. К ней все есть, вот все подходы, видите, вот раз, два, все трубки, вот там сверху трубки тоже. Электрическая часть вот есть, 4 фишки. 6 фишечек всего лишь. Я считаю, это немного. Ну, вот здесь, на этой стороне, на водительской, расположен основной распределитель, который в ответе за, ну, сам, как его, блин, ковш. И рулевой цилиндр один. Он идет от дозатора, вот здесь дозатор установлен, а также тормозная система представлена вот такой вот конструкцией из шлангов тоже. Вот здесь. Я не знаю, удобно вам или нет. Вот. Здесь какие-то тоже стоят два цилиндра таких, два клапана, которые перераспределяют давление масла на тормоза. Вот на правую сторону и на левую. Тормоза здесь только на задний мост. На передний же мост стоит ручник. Вот там диск от него виден. Суппорта нету почему-то, но факт остается фактом. Ну а так вот, нам бы найти коробку. Сюда ее одеваешь на задний мост. Подсоединяешь тупо шланги, вот они. Скорее всего, вот идет подача какая-то, обратка. И все. Но, к сожалению, пока что вариантов нету. Но посмотрим, мы не унываем.
Если что, мы можем переделать на механику. Снимаем вот эти все насосы, ставим коробку обычную, механику, ставим раздатку и можно пробовать ехать. Ну, это не все так просто, но, конечно, реально. Так что, думаю, сделаем. Надеюсь, не польется отсюда ничего. Я уже боюсь, блин. Айка забилась. Это катастрофа была, парни. Сейчас заберем все вовнутрь. Я там чувствую заборник. Вот заборник наш. Да, все в норме. Он чистый. Все хорошо. На случай, если что-то пошло не так, откручиваешь здесь, погрел возле заборника. Вся жидкость там или вся чача слилась. Ну, можно почистить заборник. Поэтому закручиваем сюда заглушку. И можно заливать топливо и пытаться уже соединять нашу топливную систему. Сейчас моя задача пролить немножко топливом, чтобы вся грязь сошла. Снизу я поставил канистрочку. Вот оно сразу и уходит. Я изготовил вот такую заглушку. Сейчас мы ее закрутим снизу на новую шайбочку и будем заливать топливо. Изготавливаю шланг для заборника. Использую старый камазовский. Распилил обжимную муфту. И здесь у нас появляется вот такой вот вариант трубки. Имейте в виду, если что, можно использовать вот такие готовые шланги. У них на конце всегда есть такой грибок. Я уже, друзья, залил 15 литров топлива. Сделал трубки из камазовских. Некоторые трубки я купил, как вы уже помните. Из бака у нас будет идти вот такая конструкция, то есть кусочек шланга будет на всякий случай. Отрежу подлиннее шланг. Ошибся. Ай, поспешил. Если честно, как-то уже поздновато, спешишь. Хочется успеть побольше сделать, быстрее. Но это неправильно в такой работе. Нужно кайфовать. Заборник у нас пошел из бака на фильтр грубой очистки топлива. И на ту сторону на подкачивающий насос. С противоположной стороны у нас задача установить помпочку подкачки. К ней идет топливо с фильтра грубой очистки. И после этого мы сможем уже пытаться закачивать топливо в наш насос. Но здесь тоже дособерем. Вот на эти болты устанавливается фильтр тонкой очистки. Прежде чем установить вот так фильтр наш тонкой очистки, приходится прогнать немножко резьбу. Признаюсь вам честно, интересно заниматься погрузчиком. Так, ну, смотришь, хорошая машинка будет у нас. Вопрос только, когда она сможет поехать и радовать. Но я искренне верю, что мы справимся с этими всеми проблемами. Очень сильно он раздербанен, к сожалению. Но ничего не поделаешь. Мне нравятся такие проекты. Мне не интересно брать проекты, которые готовы и в которых просто садишься и катаешься. Ну, я всегда хочу такой проект. То есть ты взял тачку, в идеале катаешься, но это неинтересно. Почему-то, не знаю. Если у меня есть возможность возвращать к жизни такую технику, наверное, нужно заниматься все-таки возвращением к жизни. Жаль, конечно, что зритель не очень любит такие восстановления. Зритель больше любит, когда происходит какой-то трэш. Ну, не знаю, вот, судя по просмотрам, зритель больше любит трэшак. Хорошо, когда все есть, да, штуцерки мне не надо искать долго, шланги здесь подбирать. Все взял, поставил. Это, конечно, удобно, вопросов нет. Я уже прокачиваю нашу систему. Сейчас выгоним воздух из фильтра тонкой очистки.
И потом выгоним воздух из ТНВД. Ура! Заработало! Так, рано. Еще с насоса нужно выкрутить. Убрать воздух. Все. Топливная система у нас прокачана, друзья. И новый стартер. Красавчик. Юбана. Очень крутой стартер. 24 вольт, 4,5 киловатта. Такой стартер будем использовать. Этот стартер когда-то нам подогнали наши зрители. Я не помню откуда и что и как. Но там был отец с сыном, который очень любит наш канал. Так что огромное спасибо. Вот он пригодился. Будет использован на нашем погрузчике. Он долго лежал у нас. Наверное, я не знаю. Даже боюсь предположить. Год, наверное. Наверное, год. Попробуем его закрепить. Вот сейчас гляну, какие здесь болты. Двенашки какие-то. На 12, по-моему, болты. Ну вот и стартер залетает, друзья. Я думаю, можно его попробовать будет крутануть. Этот мотор. И в принципе, ну вот только за масло переживаю. Нужно сейчас открыть будет здесь гидробак, вообще посмотреть, что там, как. Вот, еще этим не занимался. Ну надо. Все как-то откладываю. Так, давайте попробуем открыть эти отсеки. Что, я так понимаю, вот здесь просто примерз. Блин, ну здесь же, наверное, аккумулятор должен стоять. Два аккумулятора. Но здесь вообще ничего нету внутри. Кабеля какие-то идут, два кабеля. Но это не силовые кабеля, просто электропроводка. Опа! Крепление какое-то. Типа как радиатора, может. Интересно. Откуда это? Ну это точно наше крепление. Возможно, крепление коробки. Да, как вариант. Ну, гидравлический бак, друзья мои. Огромный. Здесь есть уровень. Блин, там есть масло частично. Это как бы и хорошо, но это и плохо. Потому что мы не можем запускать мотор, как бы. Потому что у нас попрет масло, я так понимаю, со всех щелей. Но сейчас буду смотреть, думать. Сбегал я еще к соседям. Докупил датчик вот такой на давление масла. И здесь два выхода на него вот должны быть. Но фишку отрезал кто-то. Жадный Вася. Вот, и по сути с этой стороны я еще закольцевал выходы на масляный радиатор, просто чтобы мы могли попытаться запуститься. Вот эти провода тоже зачистил, чтобы посмотреть маркировку. Они, как выяснилось, здесь на генератор идут частично. Еще вот такой красный провод большой, он почему-то прикручен к раме, но здесь не видно. Ну и у соседей нашел тоже вот такой кронштейн. Это подарок, подгон для нас. Огромное им спасибо. И кронштейн натяжителя тоже. Сейчас их зажму. Вот, генератора пока нету. Генератор нужно будет покупать, докупать. Но он сейчас нам не важен. Нам важно понять, вообще запускается ли этот мотор, работоспособен ли он. И поэтому сейчас будем пробовать, наверное, его запускать. Единственное, что там мне нужно тоже закольцевать масляные магистрали. Я как-то, думал, как же запустить, блин, чтобы и без масла, а потом стукнуло в голову, что можно попробовать закольцевать. Поэтому сейчас залезу туда, попробую что-то сделать, ну и вам покажу, что там у меня вышло. Замутил я здесь схему нормальную, такую четкую.
Два шланга, которые шли у нас на коробку, я так понимаю, это на насос гидрохода они шли. Я их вот таким способом закольцевал. Также у нас еще 4 шланга были, которые связаны с тормозной системой. Я в ней вообще не понимаю, как оно здесь устроено, но что я нашел, что вот этот насос у нас из 2 насосов, точнее из 3, здесь 3 насоса. Вот этот насос у нас за тормоза отвечает, самый маленький. Вот этот за основную гидравлику всего погрузчика. И вон тот самый первый за саму коробку, которая здесь якобы была. Коробку я уточнил. Один вариант коробки стоит $5000, а на Авито нашел 1 300 000 России. Стоит сюда коробка. Это безумные деньги, не оправданные ничем. Вот, ну, безумие, в общем, непонятное. Здесь той коробки чуть-чуть совсем. Как она может так стоить дорого, для меня непонятно. Вот здесь 2 закольцевал шланга я, вот этих вот. И здесь 2 тормозных закольцевал. Видимо, здесь тормоза были связаны с коробкой, поэтому они были, ну, подсоединены к коробке. Поэтому сейчас у нас шлангов нету здесь пустых. Ну и мы можем попробовать стартануть мотор. То есть на крайняк, если что, ну, заглушим мотор и будем дальше что-то смотреть, если где-то поплывет. Я принес аккумулятор, и сейчас нам нужно соорудить здесь 2 провода каких-то, которые будут идти вот сюда на стартер, а второй на корпус, на массу. Вот, и один шланг я достал оттуда. Это шланг обратки, не знаю, попрет из него масло, не попрет, пока что не буду. У меня нету, к сожалению, чем его ну, заглушить, поэтому пока что так пусть будет. Ну и сейчас сооружу клеммы и будем пробовать. Ну, я подсоединил 2 аккумулятора. К сожалению, минусового провода у меня нету, только плюсовой. И сейчас попробуем, вообще способен ли вращать этот мотор наш. Вот такой вот конструктив. Видимо, не очень способен. Странно. Надо делать хороший провод. Пришлось мне снять стартер, потому что я понял, что у нас не проворачивается мотор. Все похерилось! Ставьте лайки и подписывайтесь. Беру монтажкой. И монтажка гнется в дугу. Но мотор не проворачивается ни туда, ни сюда. Ну, эту ситуацию жопой даже, ну, невозможно назвать. Я не знаю, почему я не проверил этого сразу, но это просто жопа, блин. Так часто бывает, когда ты хочешь, ну, снять что-то интересное, что-то нестандартное, какое-то оживление техники, но ты настолько упираешься в такие проблемы, что часто задумываешься, зачем это все надо. Почему я вообще не попробовал крутить мотор, я не понимаю. Но теперь уже я не знаю, что делать. Что я вообще купил, непонятно. Коробки нету. Ну, 2 моста купил. Салона нету, коробки нету. Раздатки нету. Мотора нету. Резины нету. Это же какая-то жуть, друзья. Это какая-то жуть. Я не знаю, как мне дальше быть. Ладно. Наверное, я поеду просто домой. Во-первых, холодно. Во-вторых, нужно все взвесить. Ой, не знаю. Ладно. В любом случае, друзья, огромное спасибо, что вы были с нами. Ну и вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути.
Всего наилучшего. Будьте внимательны и не наступайте на наши грабли. Потому что это все неправильно. Все, всем пока и увидимся в следующих сериях.